Привет, Арми. Прежде чем мы начнем, остановись на мгновение. Вдохни, очисти разум и почувствуй это. Что-то изменилось. Не камбэк, не тизер, не фанком, но атмосфера фандома. Коллективное ощущение приближения чего-то. Как огромная волна, накатывающая беззвучно. И только самые чуткие могут это почувствовать. Как будто кто-то готовится что-то сказать. Не через пресс-конференцию, не через пост, а через код, выражение и время. И все это ведет к одному месяцу. Декабрю. Арми, слушай внимательно. Что-то происходит, и это кажется слишком своевременным, чтобы быть совпадением. В одном из последних живых выступлений Тэхён не просто пел или шутил. Он произнес фразу, которая заставила весь фандом замереть. Потому что сейчас декабрь, ты должен прийти снова. Ты должен прийти. Улыбка. А сейчас декабрь. Эта фраза разнеслась эхом, словно Тэхён посылал сообщение. Не ведущему. Не Арми напрямую. А себе или кому-то, кого он ждал. Декабрь – это Рождество. Рождество – это тепло, праздник и пары. И это был первый год, когда Тэхён и Чингук не были заняты групповыми камбэками. Поклонники начали задаваться вопросом. Кто должен прийти в декабре? Что означало застенчивое выражение после этой фразы? Почему Тэхён звучал так, будто намекал? Потому что, если оглянуться назад, кусочки пазла начинают складываться. Несколько месяцев назад Тэхён сказал: «Я хочу выпустить что-нибудь в декабре». Тогда это считалось шуткой. Но после вчерашнего прямого эфира, после этой таинственной улыбки все изменилось. И начали происходить странные вещи. Продюсер, работавший с Тэхёном, опубликовал рождественские эмодзи и музыку. Один из любимых композиторов Тэхёна написал «Скоро увидимся». Один музыкальный аккаунт снова активен, и Чингук в списке лайков. Нет комментариев. Нет репостов. Только лайки, молчаливые, но смертоносные. С этого момента фандомные теории начали вспыхивать. Первая теория – специальный сингл выйдет в декабре. Зимняя песня, романтичная, нежная и полная тепла. Фанаты считают, что Чингук может выступать дуэтом или скрыто спеть бэк-вокал, как в секретном треке. Вторая теория – рождественский влог для них двоих. Не песня, а личное видео. Вместе готовят, пьют вино, болтают в студии, небольшое, интимное празднование. Их старый разговор снова стал вирусным. Было бы здорово, если бы мы провели Рождество вместе. Улыбки и отведенные лица тогда воспринимались как шутка. Теперь же они кажутся обещанием. Третья теория – камбэк Тэхёна. Это самая безумная теория, но и самая обсуждаемая. Они оба активно занимаются музыкой, у обоих есть свои студии, оба внезапно замолчали в конце года, а Тэхён намекнул насчет декабря. Поклонники начали спрашивать. А что, если камбэк Тэхёна не слух, а то, что уже давно в разработке? Если бы это было правдой, декабрь стал бы историей, а не просто слухом. И самым удивительным были не слова Тэхёна, посты Чингука, фотографии или фанкамы, а их молчание. Тишина не была пустой. Она была похожа на ожидание важного момента. Слова Тэхёна прозвучали как последний сигнал перед релизом. Потому что уже декабрь, ты должен прийти. И в этом декабре есть 5 важных признаков, на которые Арми стоит обратить внимание. Потому что, если появится хотя бы один из них, это может означать, что тот самый момент приближается. Во-первых, перемены в настроении и музыке в социальных сетях. Если Тэхён или Чингук начинают публиковать фрагменты музыки, нежные тексты или зимнюю атмосферу, это обычно признак того, что что-то скоро выйдет. Во-вторых, активность продюсеров и композиторов.
Если они публикуют музыку, свечи или зимние эмодзи, или внезапно становятся активными после долгого отсутствия, это может быть признаком выхода песни. В-третьих, активность на YouTube и Spotify. Обновление плейлистов, активность на канале или даже длительные периоды бездействия – все это имеет свою закономерность перед выходом контента. Четвертое – сентиментальные свидания. 20, 24, 25 и 30-31 декабря – главные кандидаты для особых годовщин, синглов или личного контента. Пятое – выражение. Тэхён и Чингук всегда подают самые яркие сигналы не словами, а улыбками, сдержанным смехом и взглядами после упоминания чего-то чувствительного. Давние фанаты знают, они наиболее честны, когда пытаются что-то скрыть. ARMY, мы все это чувствуем. Что-то витает в воздухе. Атмосфера фандома меняется. Будь то специальный сингл, рождественский клип или камбэк Тэкука. Одно ясно. Декабрь – необычный месяц. Декабрь – их месяц выбора. И когда наступает этот день, всего одно фото, одна песня или одно видео может взорвать весь фандом за считанные секунды. Итак, прежде чем мы закончим сегодняшний вечер, есть еще одна вещь, которую нельзя игнорировать. Мы все знаем, Тэхён не из тех артистов, кто болтает ерунду. Его фразы всегда похожи на загадки, на головоломки, которые становятся яснее только после того, как все уже случилось. И что делает теорию декабря еще сильнее, так это тот, кто молчал. Чингук. Неделями он был в центре внимания, активный, громкий, везде и всюду. Но как только Тэхён сказал «декабрь», Чингук замолчал. Никакого прямого эфира. Никаких обновлений. Никаких разъяснений. Он словно ждал, что кто-то первым откроет ему дорогу. Не потому, что ему не хватало содержания. Не потому, что ему не хватало силы. А потому, что, впервые, он не был в центре внимания. И он позволил этому случиться. ARMY хорошо знакомы с этой закономерностью. Обычно Тэхён молчит, а Чингук выступает первым. На этот раз Чингук молчал, а Тэхён заговорил первым. Как два человека, которые что-то сочиняют. И уступают друг другу право голоса. А это вишенка на торте. В корейском музыкальном сообществе ходит небольшой слух, неподтвержденный, но его трудно игнорировать. Кто-то арендовал частную студию звукозаписи в последнюю неделю ноября. Имя указано. Ким Тэхён и гость. Гость. Имени не указано. Идентификации нет. Но ходят слухи. Гость – это тот, кто не нуждается в представлении. Тот, чей голос узнаваем без имени. Правда ли это? Доказательств пока нет. И, вероятно, не будет, пока не выйдет музыка. Все эти признаки, выражение лиц, концерты, молчаливые лайки, активность композитора, слухи о студии не противоречат друг другу. Все они указывают на одну точку. Не совпадение. Не случайный момент. Но слишком идеальная закономерность, чтобы ее игнорировать. И ARMY все знает. Когда Тэхён подает сигнал, Чингук обычно отвечает. Когда Чингук действует тихо, Тэхён обычно задает тон. Мы видели эти два движения. То, чего мы еще не видели, так это ответа. Декабрь уже не за горами. Но следующий шаг может произойти в любой момент, завтра, на следующей неделе или, может быть, даже через несколько часов. Что будет первым? Фото. Песня. Видео. Или человек? Мы пока не знаем. Но одно можно сказать наверняка. Мы ждем чего-то не потому, что надеемся, а потому, что нам подсказывают. И на этот раз это слишком очевидно, чтобы игнорировать. Оставайтесь с нами. Будьте активны. Будьте бдительны. Итак, прежде чем уйти, не забудьте поставить лайк этому видео, если вы чувствуете то же самое.
Оставьте комментарий со своими теориями и чувствами, вы тоже чувствуете, как меняется атмосфера в фандоме. И самое главное, подпишитесь на этот канал, чтобы не пропустить обновления, новые теории и разборы, которые скоро появятся. Увидимся в следующем видео. Помните, эта история еще не закончилась, она даже толком не началась. Декабрь только что открыл свои двери, и что бы ни ждало нас впереди, мы встретим это вместе.